Всем привет, друзья! Вас приветствует Евгений, и это очередное видео сборка. На этот раз мы соберем полноприводную модель, что там внутри, как его собирать и вообще качество упаковки мы с вами сегодня проверяем. С вами Евгений, вы на канале Skyboard. Погнали! И я по-прежнему нахожусь в Китае. Это один из наших складов, откуда отправляются скутеры в Россию. Здесь есть место, чтобы собирать, поэтому я пришел сюда снимать видео, как обычно, но за моей спиной большое пространство, заметьте. И значит, что я уже на новом складе, о котором я уже снял ролик, который уже вышел, и вы, я надеюсь, его смотрели. Если нет, то вот ссылочка вот здесь. А мы поговорим про сборку. Откручиваем 8 болтов внизу, это 4 впереди, 4 сзади. И снимаем каркас, все как обычно. Таким образом мы можем снять верхний каркас. А пока я это делаю, у кого-то может возникнуть вопросы, почему я в шарфике вообще. В Китае жарко. Но на самом деле дело идет к ноябрю, и у нас довольно холодно. У нас 16 градусов. Да, для нас это холодно реально, потому что здесь температура ощущается по-другому. То есть в майке я, потому что у нас горячая сборка, а в шарфике, потому что у нас влажный Китай. Ну и давайте снимать пленку. Если честно, замотали они это все очень знатно. Я это делаю дольше, чем обычно, чем на других сборках. Пытаюсь это все расчехлить. Пленки прям очень много. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри у нас мы сразу нашли сумочку. Помятую, но ее легко выпрямить. Пылевик-дождевик. Очень красивый и с надписью Skyboard. Но расчехлять я его не буду. Вы уже видели много раз это все. А багажник мы можем открыть. Потому что ключи у нас вот эти вот примотаны к рулю были. Оба! Зеркала, которые мы поставим в конце. Инструменты. Тут так и написано: инструменты и комплектующие. Ну и зарядка. Ее расчехлять не буду. У меня тут зарядок и так много. Но главное, что это зарядка 5 ампер. Все, багажник пока тоже откладываем. И заглядываем в инструменты. В инструментах книжечки, руководство по эксплуатации и сервисная книжка. А также интересная брошюрка с кэшбэком. Кстати, кто покупает, обратите на нее внимание. Дальше у нас 3 ключа, брелки, катафотики. И еще ниже мы заглядываем. Здесь у нас и куча хомутов, и болты, и крепления для руля, и дополнительные ключи. 2 пары, и шестигранник даже вот такой огромный. И шестигранник маленький, и еще поменьше. Подножки для пассажиров. Короче, много всего. В том числе ключ для регулировки амортизаторов. Ну а для начала мы разбираемся с вами, что вот здесь за каша такая. Дело в том, что здесь все на самом деле на своих местах, просто это надо перекрутить. Для этого мы поднимаем, продеваем все отверстия куда надо. И вот уже стоит. Поставили переднюю раму, нужно не забыть закрутить вот этот болт. Но перед этим здесь есть вот такая шайбочка. Ее нужно сначала ставить, а потом из коробки достаем большую гайку и закручиваем. Также необходимо закрутить вот здесь снизу один болт и второй болт. Для этого мы достаем вот такой пакетик, достаем из него вот такой самый большой болт. Ну и, собственно, его вот сюда продеваем снизу и закручиваем нашу вилку, чтобы она никуда не убежала, пока мы будем ехать. А поможет нам вот такой толстый шестигранник, самый большой. Теперь поднимаемся выше и ставим, собственно, сам руль вот сюда. Для этого берем крепление из коробочки, их никак не перепутать, одни единственные, которые вот так вот подходят, и 2 болта соответствующие, и все. Но до этого мы, естественно, ставим руль вот таким образом. Все будет выглядеть.
вы, конечно же, помните, что рисочки на руле — это место для крепления. То есть рисочки у меня сейчас остались под вот этим креплением и вот этим креплением. Теперь смотрим вот сюда. Вот эта дырочка у нас и для спидометра дисплея, и для фары. Фара крепится вниз, спидометр кверху. Будет это выглядеть вот таким образом. Болтик здесь уже был, я его снял, вот он сюда вставляется. То есть берем спидометр вот сюда раз, потом берем фару, снизу продеваем и гаечкой затягиваем. А еще не забываем про аварийку. Здесь торчит такой проводочек, который втыкается вниз под красную кнопочку, которая является аварийкой. Давайте сразу закончим с передней части. Из мелочей здесь, во-первых, это поворотники, которые нужно развернуть и затянуть шестигранничком, который также находится у нас в инструментах. Далее берем держатель для телефона, и тут вообще ничего устанавливать не надо, вы просто одеваете, короче, тут по-другому его не оденешь. Одеваете тут 4 застежки и вот так вот хлоп, он щелкает, все, закрепилось. И давайте сразу тогда зеркала установим. Обычно я это делаю в самом конце сборки, но в этот раз у меня настроение сразу разобраться с передней частью. Их мы просто вставляем, как обычно, и крутим. Вот и все. И вот еще кое-что чуть не забыл. Крыло, конечно, нам нужно тоже вперед поставить. Кстати, тормоза уже стоят, все стоит. Но давайте поставим крыло. Для этого мы берем крыло. Одно, кстати, с линией, что означает, что модель полноприводная. BR20 у нас не просто BR20, а с двумя мотор-колесами. И болтишки, вот такие болтики под шестигранник, самые тоненькие, и гаечки под них. Прикручиваем мы вот к этим отверстиям. То есть крыло вставляется внутрь, а здесь вот таким образом закрепляется. Таким образом мы сразу, как только раскрыли скутер, мы сразу уже установили всю переднюю часть. Это крыло, это туманки стояли, поворотники стояли, их нужно было только повернуть, закрепить. Свет, дисплей, руль, ну и вилку в самом начале мы поставили. Все, мы закрепляем и двигаемся назад. Сзади нас ждет багажник, который будет стоять здесь, и крыло. Давайте начнем с крыла, чтобы багажник нам потом не мешал. Берем крыло и ставим по такому же принципу, как и переднее колесо, вот сюда. Используем мы для этого вот такие болтишки под шестигранник маленькие, ну и гаечки под них соответственно. Крыло установили, а теперь берем такую железяку, которая уже была прикреплена сюда изначально. Вот здесь есть такая площадочка под 4 болта. Ее ставим вот сюда, потому что здесь такая же площадочка под 4 болта. Болты мы используем вот такие, они чуть побольше, и гаечки у них серебряные. Площадочка у нас стоит. Ну и теперь ставим багажник. Здесь 4 дырочки. И здесь выбираем любую, которая подходит. Используем болты. Да, в принципе, любые болты здесь подойдут. Остается там еще много болтов запасных. И поэтому, я вот решил поменьше взять. Багажник поставлен, одеваем, возвращаем обратно накидочку и закрываем его. Но чего-то здесь не хватает, да? Фары спрятаны рядом с батарейкой. Мы открываем крышечку, достаем. И здесь, собственно, тоже думать долго не надо. Она просто крепится вот так. Можете вот так, но лучше повыше под сам багажник. Вот здесь 2 точечки, самые верхние. Сюда можно закрепить, чтобы, если вы будете вдруг прыгать по трамплинам, чтобы эта железяка не ударила в крыло. А для этого мы берем оставшиеся болты и насаживаем вот таким образом. Так вот это будет держаться. И вот только теперь мы можем откреплять этот скутер от подиума и ехать вдаль. Давайте сначала снимем и проверим, все работает ли. Включаем батарейку.
Батарейка 72 вольта, 18 ампер-часов. Присаживаемся, берем брелок, отключаем сигнализацию. И уже у нас работает как минимум поворотник и дисплей. Дисплей, причем на 3-й скорости стоит. Ладно, выключим. Поворотник, аварийка не работает, я ее не довтыкнул. Оба, теперь работает аварийка. Кстати, дальний, ближний тоже все работает. Ну и противотуманки, соответственно, тоже. И едет ли он, мы тоже сейчас же проверим. Едет, но цепляется заднее крыло. По поводу крыльев. У некоторых могут возникать проблемы с крыльями. Я сейчас объясню, в чем дело. Во-первых, их нужно идеально ровно ставить, чтобы они не задевали колесо именно на внедорожной резине. Это учитывайте. Крылья к BR20 не могут вам прийти маленькие, они могут неправильно стоять. Поэтому вы учитывайте это. Первый момент. А второй момент. Китайцы часто перекачивают колесо. Учтите это. Если колесо очень сильно накачано, то оно, естественно, больше в размерах, и оно будет цеплять ваше крыло по-любому. В таком случае его нужно приспустить немножко. В моем случае сегодня как раз был такой момент, что я не мог понять, почему колесо цепляет крыло. В итоге мне сказали, да оно перекачано, я его чуть подспустил, и все отлично. И едет он лучше, потому что на перекачанном колесе, сами знаете. Ну все, теперь ничто нам не мешает, я надеюсь. И мы едем. Вот такие, друзья, дела. Скутер едет, все круто. BR20, на нем хочется сейчас в горы. Если вы не видели обзор или пробег, то обязательно смотрите, там все подробности этого скутера, на них я останавливаться сегодня не стал. Мы просто его собрали, вы это увидели, как это легко делается, это один из самых легких байков в сборке. А эти скутеры уже в России, вы можете их посмотреть в магазинах у наших дилеров. Вот в этом списке городов вы приходите в один из наших магазинов, смотрите, можете протестировать, посмотреть, пощупать и только потом делать свой выбор. Наш сайт skyboard.store. Пока, до встречи!